Латске, пересекают Лену в Усть-Куте, проходят через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской гавани. Ответвление у этой железной дороги на Усть-Илимск – это 215 километров, на Чинейское месторождение – 66 километров, на станцию Баумовская – 179 километров, на Якутск. На конец 2010 года было построено 930 километров. На Эльгинское месторождение – это 300 километров. На станцию Известковая – 326 километров. На Чикдамынш – 116 километров. На станцию Волочаевка – 351. На станцию Черный мыс дорога к заброшенной стройке подводного тоннеля на остров Сахалин – 120 километров. Трасса магистрали проходит в основном по гористой местности, в том числе через Становое Нагорье, прорезая 7 горных хребтов. Высшая точка пути – это Муруринский перевал, 1323 километра над уровнем метра. Крутые уклоны при заходе на этот перевал требуют применения двойной тяги и ограничения веса поездов. На трассе дороги пробито 10 тоннелей, и среди них самый протяженный в России – это Северо-Муйский тоннель. 20 километров ползли почти 2 часа. Приходилось преодолевать 60-километровый объездной путь, который серпантином вьется по склонам Северомуйского хребта.